Творожное дрожжевое тесто, оно, пожалуй, одно из самых легких и быстрых в приготовлении. Творожная выпечка очень разнообразна. Там можно делать и пироги, и булочки, оладьи, запеканки, рулеты, сочники, творожные печенья, кексы, маффины, торты, даже творожный хлеб. Некоторые на этом тесте пекут даже домашнюю пиццу. Тесто очень простое в приготовлении. Такие красавцы получились. Тесто очень мягенькое, прям вообще. Такое прям невесомое. С начиночкой. Уже просто все подрастащили. Вот. Такие вот красавцы получаются. Для начала нужно сделать самую простую опару из жидкости, которая находится в рецепте. То есть у нас здесь молоко, поэтому молоко мы чуть-чуть согреем. Я делаю это просто в микроволновке. И растворить в нем дрожжи, вот как сейчас вы видите. Кладем в дрожжи и молоко весь сахар, который у нас в рецепте сразу же, и тоже хорошо перемешиваем. Добавьте к этой смеси еще столовую ложку муки просеянной. Все перемешали, это и есть опара. Поставьте ее в теплое место. Не нужно ставить опару на горячую грелку. Лучше просто оставить даже ее при комнатной температуре. Если дрожжи хорошие, опара хорошо поднимется. Если дрожжи хорошие, опара будет хорошо подниматься, будет образовываться дрожжевая шапочка сверху. Тем временем, пока у вас поднимается опара, сделайте несколько телодвижений. Смешайте блендером в однородную массу желтки, творог и сливочное масло. Просто перетрите блендером все до однородности. Сливочное масло я нагрела в микроволновке короткими импульсами. Оно не должно закипеть, просто слегка растаять. Так будет удобно взбивать блендером в однородную массу. Сильно ничего взбивать особенно не нужно, просто доведите до однородности. Ну вот, опара у нас подошла, это хорошо видно. На поверхности образовалась высокая такая дрожжевая шапочка. Включаем наш миксер на средние обороты и выливаем опару полностью сразу целиком всю в творожную массу. И также перемешиваем на средних оборотах до однородности, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Муку мы заранее подготовили, просеяли ее. Я обычно просеиваю 2-3 раза. То есть это уже стало нормой для меня. Так тесто хорошо обогащается пузырьками воздуха и получается выпечка намного вкуснее и воздушнее. Муку добавляйте постепенно, частями, а не всю сразу комком. Миксер пускай работает на средних оборотах. Вам просто нужно замесить тесто. То есть мука сухая полностью должна впитаться. Тесто должно быть гладким. Оно будет липким, но это так и должно быть. Как только вы почувствуете, что миксеру тяжело крутить тесто, освобождайте тесто от миксера. Оставшуюся муку, просеянную, подмешивайте уже без миксера. Тоже частями всыпайте и замешивайте тесто. Я на этом этапе работаю силиконовой лопаткой, там прекрасно все вымешивается. Не делайте тесто слишком упругим, оно должно быть в меру мягким. Досыпайте в конце уже, чтобы чувствовать тесто, столько муки, чтобы тесто оставалось слегка влажным и мягким. Оно должно быть пластичным, не каменным. Когда мука вся впитается и на поверхности не будет сухой муки, как я уже сказала, намочите руки оливковым маслом и уже сформируйте шарик из теста. Тесто будет слегка липнуть к рукам, это ничего страшного, оно будет слегка влажным, это так и должно быть. Ни в коем случае не замешивайте очень крутое тесто, оно должно быть мягким и пластичным, повторяю. После того, как тесто у вас полностью сформируется в единую массу, поставьте его один раз подняться, оно увеличится примерно в 2-3 раза. Не забудьте накрыть влажным горячим полотенцем сверху. Полотенце, естественно, не должно касаться теста. После первой расстойки, когда тесто уже один раз поднялось, я его еще раз хорошенечко минут 10 вымешиваю миксером с насадкой для теста. Так мы открываем глютеновое окно. Тесто перестает рваться, но становится эластичным и мягким. После первой расстойки его гораздо легче вымесить, вот так оно выглядит после вымешивания 10-минутного. Дрожжевое творожное тесто становится очень мягким, очень эластичным, с явными заметными вкраплениями воздуха. После этого пусть еще раз поднимется. А вот теперь приступаем лепить из него пирожки. Я сделала капустную начинку, но тесто это подходит, как я сказала, даже для сладкой начинки. Вы можете положить туда джем. Как видно на видео,
Тесто имеет очень мягкую структуру, оно липнет к рукам, это так и должно быть. Просто припорошите руки мукой, после чего отрываете кусочек теста, разминаете на руке, чуть-чуть слегка докладываете муки, сделайте, чтобы оно так удобно, приятно лепилось, оно должно быть очень мягким в руках. Все, кладете на начинку и закрываете пирожок. Готовые пирожки пускай постоят минут 20 под полотенцем. Затем смажьте их яйцом и можно выпекать. Выпекайте при 180 градусов до румяной золотистой корочки.